looking good at 6 minutes. Same on board, Stan. Good trajectory and engine performance. Integrity, looking good at 6 minutes. Good trajectory and engine performance. Нет, ты реально думаешь, что они вокруг Луны летали? Здесь вот просто на дроне покружили и все. Если досмотрите до конца, вы увидите, как прожить трейлеры на другой планете, как пахнет опасность на самом большом паровом котле, почему игры с Диким океаном смертельно опасны и где найти упавший самолет без единого туриста, а также какой ПВО охраняет лавовые поля и сколько реально стоит путешествие в самой дорогой стране. Исландия такая. Смотришь все эти тревел-блоги? На платье дармоедов ходят тут с телефонами, себя снимают, тиктоки у них, блогеры они, а кто работать-то будет? И не особо веришь, что остров выглядит как другая планета. Планета Железяка. Полезных ископаемых нет. Воды нет. Растительности нет. Населена роботами. Но это действительно так. Мы что-то сильно забежали далеко вперед. Давайте начнем сначала. Привет. Прикиньте, мы добрались до Исландии. С учетом того, что здесь какие-то очень высокие цены, решили менюшечкой взять прямо в дьюти-фри в аэропорту. В Грузии дешевле. Эти люди сзади тоже идут за кемперами. У нас здесь целая процессия за кемперами идет. Мы путешествуем на почти настоящем кемпере. Ну, как настоящем? Демо-версия. На нормальный денег не хватило. Но это тоже сойдет. Кстати, вполне комфортно, но об этом позже. Давно я, друзья мои, не водил «Газель». Давайте попробуем. И куда же мы едем? Ну, конечно же, в магазин. Айда посмотрим, сколько стоят продукты в магазине. Возьми корзинку, пожалуйста. Нету. Ты чё? Какие цены? Не. О, наш размерчик. Были твердо уверены в том, что прокормиться придется брать ипотеку лет на 10. Но все оказалось не так и страшно. Не дешево. Но с учетом того, что закупка была на неделю, вполне приемлем. Поехали. Исландия встретила нас классическим ветром, который сбивал с ног. Не знаю, будет ли меня слышно, но ветерок такой, что я попытался запустить дрон, и его снесло. Чувак, сдававший кемпер, предупредил, что нужно обеими руками держать двери в машине, иначе их вырывает с корнем. А это штраф 1500 евро. И он не шутил. Дождь идет параллельно. Дверь правда приходилось держать с помощью силы воли и Бога Матери. Я вижу, как ветер поет свою странную песню. И к прогнозу погоды. В Берогерте сегодня солнечно, без осадков. Хотя солнечно было 5 минут назад. В Валюре уже снег. Или еще снег. В общем, снег. Но в Селфосе, как всегда, приятно пахнет. И иногда светит солнце. Какие газы? Маркировка производные. Газы сугубо удушливые. Производные. Копченая колбаса, сыр-волна, лимонад-колокольчик. Срок годности истек. Мы едем, кругом красиво и воняет. Я уже, правда, почти привыкла, потому что даже утром, когда умывалась, горячая вода тоже воняет. Так что это, видимо, наш запах на ближайшую неделю. Мы стоим на крышке самого большого парового котла в мире. Кастрюля, в общем. Островитяне используют этот эффект и в хвост, и в гриву. Понастроили электростанции, которые выглядят как декорации к фильму «Интерстеллар», и за счет этого почти обнулили коммуналку. Они пробурили самую глубокую в мире геотермальную скважину, почти 5 километров вниз, и наткнулись на суперкритическую воду с температурой 427 градусов. И тоже пустили ее в дело. А чё добро пропадать? А самое крутое, у них есть завод по поеданию воздуха.
В общем, это такая специальная установка, которая высасывает углекислый газ из атмосферы, смешивает его с водой и закачивает обратно под землю. Пара лет и все превращается в камень. Короче, промышленность в обратную сторону. Правда, запах нас преследовал практически всю первую часть пути. Потом то ли мы привыкли, то ли запах исчез. Скорее второе. На острове 130 вулканов. Начиная со старых, как я, и заканчивая детьми. По геологическим меркам, конечно. Сейчас активны примерно 30 из них. А когда ты тут так... В общем, жахнуло так, что земля в труху. Весь мир в труху. Ну и до сих пор трещит по швам. Исландия – место, где можно увидеть, как расходятся тектонические плиты. Пока снимался этот кадр, Америка стала на долю миллиметра дальше. Есть конкретное место на полуострове Рейкьянес, где перекинут такой небольшой мостик. Не знаю, будет ли меня слышно, но чувствуете, ветер такой приятный. У меня хотя нету американской визы, но сейчас я нахожусь прямо в Америке. То есть вот это место Америка, а там еще Европа. Самый быстрый трансатлантический перелет в твоей жизни. Из Европы в Америку за 10 шагов. Без визы. Пришло время принять ванны. Водопады здесь буквально везде. Сначала ты в диком восторге. Фоткаешь слева, справа, сзади, изнутри в конце концов. А потом едешь по дороге, видишь очередной поток воды со скалы и уже такой, ну да, красивый. Короче, поехали дальше. Мозг быстро привыкает даже к красоте. При этом водопады выглядят так, как будто их специально нарисовали для фильмов. Ну и киношники этим, конечно, воспользовались. Здесь снимали и Уолтера Митью, и Интерстеллар, и еще черт побери что. Часть водопадов у дорог, другие нужно искать между скал. Как оказалось, покупка непромокаемой одежды была очень удачной идеей. Говорят, здесь вода чище слез бывшей. Пить ее можно хоть из-под крана, хоть из реки. Аборигены клятвенно на этом настаивали. Что ж, мы люди неверующие, можно сказать, атеисты. Поэтому программа «Слабоумие и отвага» снова в сетке вещания. Не знаю, может быть, вы не верите, что здесь вода достаточно чистая и вкусная? Что ж, проведем эксперимент. У меня тут и кружечка есть. Смертельный номер. Пока. Холодная и вкусная. А ведь правда холодная и вкусная. Ни один зверь при проведении эксперимента не пострадал. Смертельный номер. Мы идем за этот водопад. Псих. Раньше острова тут не было, только 7 километров глубины океана. Потом искра, буря, безумие и все в тумане. И так несколько миллионов лет. Когда все успокоилось, лава кое-где покрылась мхом. Потом завелись люди. Ну, такова краткая история острова. Но не весь остров выглядит как поверхность Луны. Деревья могут быть выше колена. Жизнь есть, но она в такой базовой комплектации. В древние времена, говорят, здесь 40% было покрыто лесами, но потом пришли викинги и порубали все в капусту. Вернее, в дома. Все растения карлики? Ну-ну. Понятно. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Это был наш первый опыт передвижения на кемпере, и, честно говоря, малопонятный. Дом, кухня, спальня, все в паре квадратных метров, и все это ездит. Пойдемте, покажу вам наше жилище последних нескольких дней. Заходим. Тут у нас раковина, холодильник. Вот здесь посуда, кастрюля, сковорода. Вот так вот. Это вот такой вот столик. И вот такие диванчики превращаются в нашу кровать. Обогрев. Вот он здесь регулируется. Стол убирается. Прикольно.
в каких кемпингах мы останавливаемся. Пойдем покажу. Так, ну начнем с туалета. Будет интересно. Душ. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Дорога здесь одна, по окружности острова. Все остальное, не совсем дорога. То есть, совсем не дорога. Мы пару раз чуть не встряли. На чем здесь люди ездят, кроме нашего, конечно, сарайчика? Вот на таких машинах, на таких. Ну и, в общем-то, на совсем простых. Просто машинах. Но есть, конечно, и монстры. Джипы, баги, автобусы, дома на колесах. Искал стиральную машину с шипованной резиной. Не нашел. Где-то на этих скалах селятся тупики. Вот взять и лететь как птица. Исландия хоть и не имеет собственной армии, но ПВО на острове все-таки есть. Птицы. Каждый раз, когда я поднимал дрон, местные крачки сразу шли в атаку. Полеты идея сомнительная в период их размножения. Бросаются вообще на все, что приближается к их гнезду. Даже на человека, даже на дрон, а особенно на дрон. Потому что нет ничего подозрительнее жужжащего китайского комара за 1000 евро. А вообще, давайте я вам расскажу про местный животный мир. Исландские лошади невысокие, лохматые, спокойные. В их глазах читается «Я твой дом, труба шатал». Я твой дом, труба шатал! Да ты, брат, дурачок, видно. От вас ничего не утаишь. На то вы и генерал. Овцы повсюду. На холмах, у водопадов, возле дорог. Пугливые, но симпатичные. Мы бедные овечки, никто нас не пасет. Мы таем, словно свечки, кто же нас спасет? Спасите несчастных овечек. Ми-ми. А еще тут пасутся лебеди. А чё я сам охренел. Единственная исконная млекопитающая Исландии – писец. Его не видели. Может и хорошо. А еще слышали, что здесь запрещено частное владение курами. Бывает. В отличие от языка животных, с человеческим языком в Исландии тоже все непросто. Между прочим, по-исландски «хорошего дня» или, наверное, «до свидания» «иса». Так мне сказали в самолете. Исландский почти не менялся более 1000 лет. Жители спокойно считают древние саги 800-летней давности. Здесь что-то вроде языкового контроля. Не любят иностранные слова. Придумывают собственные из древних корней. Телефон, к примеру, означает нить. Компьютер буквально переводится как числовая пророчица. Электричество как сила янтаря. А вертолет — это просто то, что кружится. Ну и все в таком роде. Надоело. Дальше. Здесь в Исландии все ездят на очень известный объект, упавший самолет Дуглас. Там огромное количество народа, но мало кто знает, что еще один Дуглас лежит вот здесь. И народа здесь практически нет. Пойдем покажу. Не раскрученный самолет, который не стал иконой Инстаграма. Одинокий Дуглас DS-3 лежит недалеко от водопада, и до него добираются только знающие. В буклетах про него я ничего не нашел. Просто пустой пейзаж, самолет, который давно перестал быть самолетом, а стал частью ландшафта. И ни одного туриста вокруг. Ни одного. Так, а что нам на завтра обещают синоптики? Так, товарищи синоптики обещают нам облачность переменную, ветер теплый северо-западный. Ну, кому-то будет ясно, кому-то не очень. Погода меняется с космической скоростью, а вместе с ней, между прочим, и настроение. Так вот, для стабилизации эмоций дышите глубже и оставайтесь на нашей волне. А вообще есть прям бомбические места, но, как водится, до них приходится прогуляться. Зато вознаграждаешься прямо фантастическими видами. Здесь очень страшно, но очень красиво. Вот. Вы думаете, я не боюсь? Боюсь, да. Вот внизу чайки.
Она красивая такая. Да ну его нахрен. Извините, психанул, был напуган. Мы приехали в кемпинг сегодня пораньше, потому что устали и посмотрели все, что хотели. За 2 дня впечатление у меня, как будто мы тут ездим неделю. Когда смотришь видео о путешествиях, кажется, что люди круглые сутки стоят на вершинах гор или любуются закатами. На самом деле путешествие состоит из самых обычных бытовых моментов. И знаешь, это не недостаток, это важная часть. Спустя год ты не вспомнишь название очередного водопада, но память все равно вернет тебя к вкусу горячего чая у подножия гор или к музыке дождя по крыше кемпера во время ужина. Человек по-прежнему остается существом, которое регулярно задается одним и тем же вопросом. А что у нас сегодня на ужин? Что будем пить, девочки? А ты говоришь, жарко? А ты знаешь, сколько на улице градусов? Сколько? Мы остановились вчера ночью. Были очень злые, потому что очень голодные. Начинаем нашу воскресную радиопередачу с добрым утром. Доброе утро. С добрым утром, дорогие друзья! С добрым воскресным утром! Я уплываю, и время несет меня с края на край. Остров омывает Атлантический океан. Холодный, тяжелый, с почти постоянным ветром. Даже летом температура воды здесь редко становится дружелюбной. На местных пляжах черная вулканическая галька, огромные волны и скалы. Самое опасное не холод, а Snaker Walls. Внезапные волны. Они могут выглядеть как обычный прибой, но через секунду резко накрыть берег гораздо дальше обычного и утащить человека в океан. Несчастные случаи происходят ежегодно. Ну и нас почастило. Тут геройски погибла одна из наших камер, а Юлька получила по жопе, ибо нефиг. Долина гейзеров оказалась без того самого вау-эффекта. Скорее большой туристический конвейер. Людей толпы. Извержение каждые 20 минут. Все стоят и ждут, как электричку. Дружно ахают по расписанию. Гейзер пыхтит по таймеру. Туристы снимают одно и то же видео, автобусы подвозят новых. Зато инфраструктура классная. Парковка, кафешки, сувенирчики там всякие. Уютненько. Прикольно. Могло быть и хуже. Да, я примерно так себе все и представлял. Немного мифологии. Об эльфах и скрытых народах. По-исландски Хультфьорк. Скрытые люди. Это не массовая религия, а смесь фольклора и культурной традиции. Исландцы иногда даже строят в своих садах маленькие церкви, надеясь обратить в христианство этот маленький народец. Народец похож на людей, но живут внутри скал, холмов и камней. Говорят, были случаи, когда строительство дорог или домов корректировали, чтобы не разрушить места обитания эльфов. Исландия, она такая. 2 минуты, и ты... А где тропа-то? Ледники — это прям one love. Суровые, красивые, задумчивые. Было бы странно не устроить легкий пикник и глотнуть немного виски на фоне всего этого великолепия. Правда, вода вокруг плавающих льдов не такая инстаграмно чистая и прозрачная, скорее серая, как молоко. Но чистая. Я надеюсь, чистая. Вот, между прочим, этот лед видели еще викинги. Было бы несправедливо использовать его по назначению. Я виски не люблю. У меня джин-тоник с тысячелетним льдом. Не знаю, пили ли его викинги. Наверное, пили. Я бы на их месте. А у вас? Виски с тысячелетним льдом.
На вкус как виски со льдом. Такое безмолвие и нужно как лед. Хрустит, да? Слушай. Я верю, потому что... То есть, что он показывает? Это он в том смысле, что сейчас сойдет на берег толпа озабоченных чилийцев. И все они спешат в стриптиз-бар. А вел всего один. Скорей, Уолтер, скорей, ну! Ходу! Скорей! Трифосик! Скачи, скакун, валяй запор! Приключения Уолтера Митти. Как раз пересмотрел перед выездом. Впоследствии не заставили себя ждать. В среднем в год происходит 1,6 убийства и очень мало умышленных преступлений. Что неудивительно, для того, чтобы сесть в тюрьму, здесь надо еще и очередь отстоять. С первого взгляда Рейкьявик кажется довольно спокойным и даже немного провинциальным. Но смотришь на цены на жилье и понимаешь, что здесь живут либо очень смелые люди, либо немного двинутые. При этом горожане выглядят максимально расслабленными. Похоже, когда вокруг океан, вулканы и вечный ветер, остается только научиться хорошо проводить время. Ну и все, пожалуй. Погоди. Чё? Ну да. Спасибо за просмотр и подписывайтесь. Увидите новую серию. А теперь пока. Шепчешь мне, мы встретимся, я точно знаю. Океанский бриз мне моет волосы, ждет свои объятия синь далекая, терпкая Камчатка, до свидания. Мужчина, идите нахер. Надеюсь, нас не снесет, и мы продолжим что-нибудь здесь записывать. Если вы меня вообще, блядь, слышите. А говорили, комаров нет. Вон летает. Прямо надо мной. Сука! Нет, свой виски и на себя. И на микрофон. И на себя. Это? То есть? Вот на самом деле вот эти кадры так и делаются. Все люди сидят такие, да блядь, в туалет, не знаю, там, ехать уже пора. Да блядь, а ты сидишь и хуйня. Как мне красиво!